Приветствую вас на второй части разбора игры МИГ, где мы рассмотрим удачные и неудачные решения в левел-дизайне. И я предложу ряд простых решений дешевых, которые помогут их минимизировать или обойти. Мы продолжим со второй главы и пройдем демо до конца. Довольно приятный флоу перемещения. Сейчас мы спускались вниз по наклонным поверхностям, прыгали, то есть движение было достаточно разнообразным. А после этого, после напряженных прыжков, нам дают отличную большую панораму, где игрок может отдохнуть глазом, да, очень красиво и спокойно. И сразу у нас начинается подъем, и еще одна смена перемещения. И довольно красивый еще вокруг, да, то есть красивый панорамный подъем такой, это хороший прием. А вот здесь место, на которое стоит обратить внимание. Игрок до этого уже сталкивался с системой ввода кода для того, чтобы контролировать различные механизмы. И если один и тот же тип головоломки используется многократно в игре, а здесь разнообразных механик не очень-то много, то эту головоломку необходимо усложнять, чтобы она эволюционировала, чтобы игроку продолжало быть интересно играть. И по идее, здесь, когда мы уже там в 4-й раз сталкиваемся с подобным, этот код, его можно было бы разделить, допустим, на две части, чтобы игроку необходимо было какую-то комбинаторику проверить. Или предложить несколько кодов, чтобы игрок проверял варианты. Ну, тем самым создав какую-то вариатику. Здесь же у нас простой ввод кода, и это выглядит очень скучно. Зато здесь хорошо работает система наглядности своих действий. То есть у нас здесь есть ядовитый пар, который будет наносить нам урон, если мы попытаемся пройти. У нас есть здесь и предупреждающий знак. И, собственно, как только мы используем правильный код, газ перестает поступать и уходит. Это довольно наглядно, именно так следовало поступить с тем вентилятором. А здесь мы видим снова возврат к первой механике, и непонятно, зачем это сделано. Это не является ни вызовом, ни чем-то новым. Здесь у нас снова разнообразный тип перемещения. Мы прыгаем, приседаем. Это хороший прием. Только иногда из-за того, что трубы низкие, и игрок может капсулем на быстром ходу преодолеть их сам, сейчас есть ощущение, что он спотыкается о них. Как будто бы он мог перепрыгнуть, но не перепрыгивает. Их, пожалуй, стоило делать более массивными. Это и заметнее было бы, и ощущалось бы приятнее. Вот здесь тоже хочу обратить ваше внимание. Игрок спускается вниз и видит Т-образный коридор, который разделяется налево и право.
Если посмотреть налево, мы видим проход, который дополнительно подсвечен для игрока. И такой элемент гораздо сильнее привлекает его внимание. Поэтому кажется, что это и есть основное направление, а это побочное, поскольку оно ведет в темноту. Но на самом деле все наоборот. Это место является тупиковым. Ну, точнее, здесь есть пасхальное место, что на самом деле немного реабилитирует этот подход. То есть, попадая сюда, игрок получает какую-то часть контента. Но проблема в том, что если игрок подумает... давайте так. Очень важно, чтобы игрок заранее считывал, что ему хочет сказать игра. Где основной путь, а где второстепенный. Вдруг он хочет вначале зачистить второстепенный путь, а только потом основной. И поэтому, пойдя не в том направлении, пойдя по основному пути, ему не захочется возвращаться обратно, чтобы проверить, что было там. Поэтому возможности лучше давать считывать заранее. А здесь мне бы хотелось отметить тоже классный прием, который использует автор. Примерно такой же, как в начале игры. Вначале он нас гоняет по узким коридорам, хотя, по-моему, можно было погонять чуть подольше, чтобы потом дать сильный контраст при выходе на большую панораму. Да? То есть мы снова видим мегаструктуру во всей ее красе. Она гигантская, нам вот прям даже дают пробежаться и посмотреть вверх и вниз, насколько она огромна. Прекрасное ощущение масштаба. Вот, за счет, усиленно еще за счет вот этого контраста. Очень тяжело рассчитывать прыжки вперед и вверх. Это вообще очень тяжелая и плохая часть платформинга. Особенно, когда они находятся сильно выше над головой. Не на уровне глаз, а сильно выше. Вот кажется, что отсюда туда допрыгнуть очень сложно. Но здесь ситуация дополнительно усугубляется тем, что тут практически отсутствует освещение. Из-за этого мы видим лишь силуэты. И человеку, человеческому глазу, очень сложно рассчитать расстояние, когда виден только силуэт. Ну, это труднее, чем ежели когда мы видим там игру света и тени. Теперь обратите внимание на это место. Перед нами есть еще одна платформа для запрыгивания, но ее практически не видно. Вот она. Проблема ее в том, что она находится прямо на уровне глаз, из-за чего сливается, а также она повернута под тем же углом, что и большая платформа. Но хуже того, что она еще находится напротив яркого источника света, который слепит игрока, и платформа просто прячется в тени. Возможно, это было сделано намеренно, потому что подъем выше не является основным путем. Но он оформлен таким образом, что кажется, что идти нужно именно туда. Хотя наш основной маршрут будет пролегать дальше по трубе. Но поймем мы это только от безысходности, когда узнаем, что отсюда нет выхода, что идти можно только сюда. Это такой, может быть, намеренный, а может быть, случайный ход, чтобы, может быть, запутать игрока. Такая долгая проходка дает нам возможность лучше ощутить масштаб города, да, и почувствовать опасность, возможно, пути над такой пропастью.
А вот на этом месте я хотел бы заострить особое внимание. Так, смотрите, игрок поднимается и выходит на некую платформу. Очевидным дальнейшим направлением кажется вот эта большая труба. Более она ведет нас дальше на следующую секцию платформы. Ну и, собственно, вывели нас тоже сюда напрямую. Пробуем. Мы можем на нее спрыгнуть, отлично. Можем даже спуститься вниз, и внизу есть секретное место для посещения. Теперь давайте попробуем подняться выше. А сделать это невозможно, потому что это не является основным направлением. Итак, ошибка в том, что у нас есть крупный предмет, привлекающий внимание, задающий направление. Дополнительно в его направлении есть уступ, на который можно запрыгнуть, который еще и светом подсвечен. И прям читается как Golden Pass. Но на самом деле нам нужно идти направо. И этот проход совершенно никак не выделяется. На таком расстоянии кажется, что это просто часть стены. То есть его нужно подсветить, добавить каких-то мелких элементов, которые бы привлекали бы сильнее внимание. Потому что сейчас его очень просто упустить. Здесь та же проблема перекрестка, что и была раньше. У нас есть захламленный проход, у нас есть важный перекресток, который нам надо будет посетить в нескольких направлениях и вернуться обратно. Но он не особо никак не выделен. Здесь ситуация немного получше, потому что здесь есть синие бочки, какая-то решетка, и тупик читается лучше. Но в целом проблема та же. Я же бы расширил пространство вокруг, выделил бы его, и сделал бы дверные проемы больше. И здесь есть еще одна проблема. Компьютеру нужны коды, и один из них спрятан здесь. Но найти это место очень сложно. Посмотрите. Когда мы пробегаем мимо, мы его не замечаем, потому что стенки очень широкие, и мы не видим той полоски света, а из-за эффекта параллакса он сливается просто в часть стены. Это очень плохой прием. Здесь в качестве разнообразия нам позволяют решить головоломку с помощью физических объектов. Это в целом неплохо. Система с кодами немного усложняется, но не сильно можно было бы сделать интереснее вариантику. Сама вот эта красная дверь тоже помогает запомнить место, потому что при повороте камеры замечаешь это. Но в целом для хаба перекрестка очень плохо. Мы отключили газ, посещаем эту точку. Хлам на пути очень сильно мешает передвигаться. Здесь также строим пирамиду из ящиков. Очень темно. Плохое освещение. А здесь есть момент, на который стоит обратить внимание. Рассчитать прыжок до такой наклонной поверхности довольно сложно, потому что мы видели эти лестницы, они довольно узкие, а здесь явно нужен двойной прыжок. И за счет того, что поверхность узкая, пролететь очень легко мимо. И чтобы не мучить игрока, можно было бы просто часть досок, раз уж она поломана, наклонить в его сторону. Тогда это бы читалось как приглашающая форма, и, собственно, попасть на нее было бы гораздо проще.
Удобно, что после включения компьютера туннель, который нас ведет прямо к двери. Мы сразу видим, куда нужно идти, нам не нужно это вспоминать. Здесь автор вносит разнообразие в геймплей, меняя простое перемещение по коридорам на платформинг-сессию, сложность которой возрастает ближе к концу. Смена типа геймплея и перемещения — это всегда хорошо. Но главное не сделать платформинг душным, что довольно просто. Снова смена пространства. Проблема здесь в том, что не происходит смены пейсинга потока. Мы до этого довольно напряженно и много прыгали. И сейчас нас снова заставляют прыгать тоже по не менее сложным поверхностям, тоже с фатальным результатом. То есть сейчас хорошо бы дать игроку возможность передохнуть. А вот это вообще жестоко. Перед нами была стандартная деревянная направляющая, в которую еще, оказывается, можно было провалиться и разбиться. Лампочка явно указывает нам на смену маршрута. Но если пройти дальше, мы сможем найти пасхалку. И вот много таких мест, где игрок позволяет, где автор позволяет игроку идти дальше, но зачастую они могут вести в тупики. Здесь хорошо, когда можно легко прочитать, где основной путь, а где второстепенный. А вот в дальнейшем такого не будет. Мы снова выходим на Т-образный перекресток, и здесь у нас есть два направления, абсолютно идентичные, и ничто из них не говорит, какой является основным направлением. И в этом проблема. Потому что если игрок выбирает правильный путь, то потом он не захочет возвращаться обратно, потому что понимает, что ему придется проделать этот путь трижды. То есть он в 3 раза дольше будет идти, просто потому что не смог сделать правильный выбор. В данном случае ход направо будет тупиком, ну, созерцательным, да, наша награда, такой красивый нарративный элемент. Но если мы сразу бы пошли налево, мы бы об этом не узнали, мы бы шли уже довольно долго, и думая о том, а что же осталось за спиной, куда тот проход вел. Согласитесь, возвращаться после такого длинной пробежки не хочется. Вот за счет таких долгих проходов хорошо ощущается размах мегаструктур. Жалко, что их здесь мало таких. Ну и, собственно, финальная часть. Опять лифт, который включается сам по себе. И вот не хватает вот этого импакта. Собственно, на этом демо заканчивается. И здесь автор использует еще один прием. Перед нами сплошная стена. Мы вроде как зажаты в желоб лифтовой шахты. Немного отвлекают эти яркие направляющие, но все же. Вот после такого продолжительного нагнетания перед нами открывается обширная панорама, еще сильнее подчеркивающая масштаб происходящего. То есть контраст из узкого в широкое. Ну что ж, на этом и заканчивается разбор второй части. Ставьте лайки, если вам понравился формат. Пишите комментарии, если вам захочется обсудить игру или приемы левел-дизайна, которые были использованы. Я рад, что вы досмотрели видео. До новых встреч!